Приветствую всех в этот весенний день. И наконец-то мы сегодня закончим это крыло с выведением кантиков и загрунтуем его. И если повезет, то мы его в этом же видеоролике и покрасим. Ну вот наше крыло. Мы уже достаточно... Я выложил шпаклевки столько раз уже, сколько надо. Выглядит кантик уже довольно-таки хорошо. Более-менее ровненько. Загрунтуем, сразу увидим, что у нас получается. Также загрунтовали более-менее эпоксидным грунтом те места, которые были подвержены коррозии. Итак, после того, как вы прошли все 240 шкуркой на шпаклевке, придется вам обезжирить все. Вот обязательно советую вот такие вот салфетки. Обезжириватель, к сожалению, мне его налили в отдельную бутылку, и я не могу назвать вам производителя, но в магазине, если вы спросите, вам обязательно, вот вы скажете, дайте мне обезжириватель, дадут обезжириватель, но не растворитель, да? Это две разные вещи. Обезжиривать надо таким методом. Обязательно надо иметь два куска салфетки. Первую часть вы смачиваете мокро, а второй оставляете сухой. И проходите сначала мокрый и сразу же за ней сухой. Тогда получается, что первая салфетка растворяет все, что осталось, лишнюю грязь, все жиры и соли, а сухой салфеткой мы сразу это впитываем. И качество получается намного лучше. Дальше берем шкурку P320, довольно-таки мягкий гибкий брусочек, и проходим всю поверхность крыла, все вот эти изгибы до вот этого кантика. Я предварительно прошел, но еще раз покажу. Главное смотреть, чтобы было как можно меньше рисок. От 150 и 240 шкурки обязательно их все перетереть. Легкими нажатиями руки, то есть не надо не давить ничего, мы не выводим форму, мы просто матуем деталь. Вот грунт, именно 320 шкурки. Вы всегда смотрите спецификацию самого грунта, потому что под подготовку разных грунтов идет разная шкурка, но самая средняя это 320, самая подходящая. Еще раз соберем всю пыль, чтобы точно видели, где все царапины. Но я пока что тру вот до этого кантика, потому что основные повреждения были вот в этой детали, в этой части детали. Этой части у нас не имеет никаких повреждений, поэтому я туда 320 шкуркой заходить пока что не буду. Советую взять для того, чтобы вот этот глянец перехода с 320 на старое лаковое покрытие сбить, как бы сделать переход, мы будем пользоваться вот такой вот скотч-брайтом красным. И далеко уходить не надо, где-то хотя бы сантиметра 3 точно. Можно, кстати, тоже использовать гибкий брусок, вот этот. Для чего мы вот это делаем? Потом, когда мы положим грунт, если бы мы вот сейчас это не замотовали, а загрунтовали бы просто, потом бы мы отшкурили, мы бы сошкурили где-то до сюда, скорее всего, ниже кантика, и появились бы все царапины 320. И потом бы лак осел вместе с пигментом, и появилась бы некрасивая картинка, которую бы пришлось переполировать через какое-то время. Поэтому мы даем вот этот вот матовый такой, так скажем, участок сантиметра 3, для того, чтобы мы сейчас положим грунт до сюда, немножко наглянет, но когда мы будем его сошкуривать, у нас кантик со старого лакового покрытия будет касаться именно нашей вот этой вот. И вот всегда главное проходить вот такие места. Кажется, что вот я до сюда дошкурил, вроде бы все матовое, классно.
Но краска будет задаваться немножко за подлицо, поэтому вот этот вот за подлицо, так сказать, надо и замотовать. Тоже используем Scotch-Brite. После того, как мы все замотовали Scotch-Brite и 320, берем еще раз салфеточки и все обезжириваем. Также главное обезжирить то за подлицо, которое мы мотовали. И вот эту часть. Ну вот так вот должна выглядеть деталь перед нанесением грунта. Все, что можно, замотовано. Вроде бы, где были вот такие небольшие дырочки, мы тоже красненькой шпаклевкой однокомпонентной заложили. Ну и, конечно же, замотовали вот сейчас Scotch-Brite вот этот вот кантик и переход на старое лаковое покрытие. То есть, если оно само в хорошем состоянии, грунтовать его не обязательно. Итак, следующее, будем сейчас замешивать грунт. Главное хорошо его взболтать, поднять все со дна, чтобы не было никаких комочков. Ну и нам на крыло где-то понадобится грамм 100, наверное. Поэтому мы, наверное, сейчас покажем, заливаем вот одну часть вот этого грунта. Сюда же сразу процентов 10 646 растворителя или специального растворителя для грунта, если имеется. И добавим сейчас утвердителя. Ну, где-то чуть меньше половины того, что мы добавляли из грунта. Ну, вот, в принципе, это три основных таких компонента, которые нужны для того, чтобы замешать грунт. Хорошо, главное его промешать, поднять со дна, чтобы он имел вот такую вот текучесть. Вот это немножко на жидкий, потому что там еще не все хорошо промешалось. Но идея такая, что он должен немножко потечь, потом закапать. Ну вот типа так вот, как бы течет, потом капает. Если он сначала сразу начинает капать, значит слишком жидкий. Если он начинает тянуться как сопля, значит слишком вязкий. Ну, в принципе, все. Сейчас заливаем в пистолет и готовимся красить. Далее берем грунт. Обязательно используем фильтр. Грунтовочный пистолет. Ну и заливаем. Готовимся к нанесению самого грунта. Начнем с внутренних проемов. Еще один человек попросил показать мне настройки. В принципе, грунт подача почти на максимум, факел на максимум, и воздух уже регулируется там по жидкости самой краски. И с расстояния, так скажем, вытянутого пальца ладошки начинаем наносить первый такой туманный слой, перекрытие 70% где-то, и понеслась. Самый интересный момент, потому что проявляется кантик с этой стороны. И также то место, где мы мотовали Scotch-Brite. Ну вот, для первого слоя довольно-таки хорошо получилось. Сейчас дадим минут 5-6 высохнуть. И наносим второй слой, опять же начинаем с внутренних проемов.
вот дальше на кантик на самое все крыло уже жирным таким мокрым слоем. И желательно, чтобы он ложился так зеркально и глянцево, чтобы потом как можно меньше надо было шкурить. Ну и вот как должен выглядеть сам грунт. То есть он должен выглядеть довольно-таки хорошо и иметь какое-то такое отражение, да, приятненькое. То есть вот если получается что-то вот какой-то такой шагрень, значит грунта маловато, да? А вот видно, где пожирнее. Но слишком жирно тоже нельзя, чтобы он не стекал. И вот еще раз смотрим, что у нас получилось. Довольно-таки красиво, я думаю. После покраски вообще будет все хорошо видно. Ну, пока что на грунтованной поверхности вроде бы выглядит все ровненько, слава богу. Так, дальше берем 600-ю мокрую шкурку, гибкий брусок для того, чтобы пройти все формы. Я уже нанес сюда контраст, поэтому 600-й шкуркой просто аккуратно начинаем вышкуривать. Главное все это делать, не трогая кантиков, да, особо. Если я начинаю шкурить, да, что появляется такой как бы апельсин. И наша задача вот смыть еще раз, да, все лишнее и зашкурить до такого гладкого состояния. Я все еще аккуратно избегаю кантиков. И вот так вот, да, уже нормальненько, да, то есть отшкурить до такого ровного состояния, аккуратненько. Вот внутренние углы, крест-накрест. Всегда следите за тем, чтобы шкурка очень хорошо шкурила. Это видно по тому вот белому порошку в воде, который вот он появляется, его называют молочко. Вот, судя по тому, как выглядят наши кантики ровненько, красивой такой дугой. Говорит о том, что мы нашу работу выполнили очень хорошо и красиво. В этом месте, где мы зачищали скотч-брайтом, да, вот этим красненьким, делаем так. Здесь у нас было глянцевое покрытие, поэтому начинаем с глянца делать переход аккуратно до кантика. Дальше берем ту же 1200-ю P1200 шкурку, такой же гибкий брусок. Заранее минуты 3-4 смачиваем шкурку, наждачную бумагу, простите, в воде и начинаем, повторяем ту же процедуру, только этой уже 1200 наждачной бумагой надо обработать все кантики заподлицо. Выглядит это вот так. Самый крест-накрест. Главное четко перетереть 600-ю. Аккуратненько, чтобы не протереть вот эти кантики. Еще раз проходим всю поверхность, чтобы удалить 600-ю риску, 600-й шкурку. Далее, как всегда, используем обезжиривающие салфетки. Мокрые сначала проходим, потом сразу же сухой. Но главное все равно обезжирить хорошо, удалить весь песок.
всю пыль, пройти все заподлицо. Вот, к примеру, вот с этих вот мест, где мы сейчас шкурили, да, убрать всю пыль, грязь. Вот наша краска. Вот ее код 040. База. И она идет уже готовая. Там идет, по-моему, в ней идет, здесь не написано точно, да, на из 100 грамм краски получается где-то 600-700 грамм краски, остальное растворитель. Я сейчас точно не вспомню, потому что как бы дают готовые. Но в магазине вы всегда интересуйтесь, потому что есть такая вещь, допустим, 100 грамм краски, либо 100 грамм рабочей смеси. Если будете брать 100 грамм рабочей смеси, то вам дадут 50 грамм или там 60-70 грамм краски, остальное будет растворитель. А если вы берете 100 грамм краски просто, то вам дадут 100 грамм, но если вы еще добавите растворитель, у вас получится больше 100 точно. Это получится где-то 140-150 грамм, где-то так, ну, примерно все это говорит. И, как всегда, будем использовать вот фильтр 3М, тут сейчас плохо видно, 3М 190 микрон. Ну и после того, как мы уже заполнили бачок краской, начинаем наносить краску. Настройки пока что на минимуме, если что, увеличу. Начинаем, как всегда, с внутренних проемов. Ну, для первого раза достаточно. Так что сейчас пусть подсохнет минут 5-10 и будем наносить второй слой. Ну и как только она стала матовым, уже видно, что глянец пропал, можно наносить второй слой. Далее размешиваем лак. Ну, пропорции примерно буду соблюдать. Пока что у нас вот такая маленькая баночка. Столько вот это отвердитель. Да, у нас написали в том же магазине, что это отвердитель. Мы заполняем почти по самые края. Вот так вот. Столько лака. Ну и где-то то, что осталось, там процентов 10, добавим растворителя. Ну, наносим первый слой лака.
Ну вот, наконец-то наше крыло высохло. И вот результатик. Это еще без полировки. Вот оно. Так вот. Самое главное посмотреть, что вот у нас по кантикам, да, по этим. Вроде бы так выглядит как до удара, да. Один единственный маленький нюансик, вот что я замечаю, что вот я могу увидеть, даже и то трудно заметить. Но вот тут маленький такой, как вот нахлёст-шпаклёв или что-то такое. И то это единственное место. Вот. Эта сторона. Все. Тем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, заходите на канал Facebook для переписки. Надеюсь, все было понятно. Если кто-то что-то не понял, пишите в комментарии. Желаю всем удачи. Пока.